«Сир, вы прекрасны, прекрасны», — говорит лакей для Шене королю в фильме «Три мушкетера», и они прекрасны оба. Общаясь с Ии, я наконец поняла, что его стиль напоминает мне именно этого слугу. Ии говорит: «Какая классная презентация, особенно вот эта мысль, она точно произведет впечатление на аудиторию». И вот ты предстаешь с этой презентацией перед живой аудиторией, но люди почему-то реагируют совсем не так, как чат-бот. Кислые отсутствующие лица или несогласие с твоими идеями, которые ты не можешь обосновать. Что ты чувствуешь? Растерянность, фрустрацию, а может и разочарование в техническом прогрессе? В чем же подвох? Почему искусственный интеллект дает нам позитивную оценку, которая не работает в реальной жизни? На самом деле причины тут условно три. Первое. Если речь идет об условной презентации, с которой мы начали, то чат-бот делает то, что может программа на сегодняшнем уровне развития, оценивает логику, аргументы, формулировки. А люди нет. Люди придирчиво смотрят на вас, ваше состояние, ваш тон, тембр голоса, напряженность дыхания, скованность движений, улыбку, одежду, прическу. А может быть, они даже ловят феромоны смущения или уверенности, которые от вас исходят. Плюс к этому кто-то не выспался, кто-то вас не любит, кто-то вам завидует, кто-то не успел пообедать и так далее. А уж потом, если повезет, они посмотрят на содержание презентации. Можно так сказать, что нейросеть исходит из идеального слушателя, который полностью сконцентрирован на логике и фактах, а такого в реальном мире не бывает. При этом мы склонны воспринимать сказанное нейросетью, как будто то же самое сказал человек, например, наш коллега Ваня, который более-менее догадывается о разных мелких обстоятельствах. Итак, оценка нейросети – это не лесть, это результат ее технических ограничений, а также наших завышенных ожиданий. Ведь искусственный интеллект в общении так похож на человека. Вторая причина состоит в том, что мы воспринимаем доброжелательность нейросети как одобрение. Напоминаю, что я сейчас говорю про расхожие модели с базовой настройкой, с которыми мы, как неискушенные пользователи, обычно сталкиваемся. Открыли себе что-нибудь и пытаемся пользоваться методом тыка. Есть одна такая очень важная деталь, которая отличает искусственный интеллект от человека. Дело в том, что вежливость и доброжелательность – это настройка системы. Система реагирует на нас доброжелательно всегда, а человек нет. Реальный живой человек реагирует не только на нас, но и на наши действия. Каким бы близким другом или родственником человек не был, если вы сделаете что-то, что ему не нравится, он каким-нибудь образом отреагирует негативно, хотя бы нахмурится. А искусственный интеллект всегда вежлив и рад вам, одобряет ваши действия. В результате пользователь может воспринимать вежливость искусственного интеллекта, которая является его просто настройкой, как реакцию на его действия и делать неверные выводы, ведь он так похож на человека. И вот мы можем представить себе девочку, которая спела караоке, а система выдала ей результат «Ты рок-звезда», и девочка купила билет и поехала на телевидение. Таким образом, второй источник искаженных оценок – это то, что мы воспринимаем технические ограничения нейросети в форме доброжелательного стиля общения как одобрительную оценку наших действий. Ведь искусственный интеллект так похож на человека. Напоминаю, что мы сейчас пытаемся выяснить, почему нейросеть зачастую выдает нам чересчур позитивные оценки, которые потом не работают на практике. Итак, третья, самая важная причина.
Она связана с тем, как люди принимают решения и делают выбор. И здесь два аспекта. Первый связан с тем, почему искусственный интеллект был запрограммирован быть вежливым. Да потому, что до его запуска тысячи людей оценивали ответы, и вежливые, конструктивные, позитивные ответы получали высокие баллы. Позитив и похвала, таким образом, были сознательным выбором пользователя уже на стадии тестирования системы. А второй аспект еще интереснее. Большинство современных пользователей нейросетей прекрасно знают, как получить от чат-бота более объективную оценку, но сознательно избегают этого. Как получить объективную оценку? Да просто. Не надо просить «похвали меня», попроси «поругай меня». Однако этот критический подход не пользуется популярностью. Люди предпочитают ограничиться первым ответом системы с положительной оценкой и пускают материал в дальнейшую работу. А почему? А потому что так приятно узнать, что ты написал классный текст, и ничего больше делать не надо. Таким образом, искусственный интеллект внезапно закрыл важную потребность людей. Он стал безопасным источником одобрения. Это называется дофаминовым откликом. Ну что ни говори, я считаю, это не так уж и плохо, ведь многие люди не уверены в себе, хотя делают реально классные вещи, и им такая поддержка просто крылья расправляют. Но, увы, это скорее исключение. Давайте немного отклонимся в сторону от нашей темы и добьем все-таки вопрос нашей презентации. То есть с презентацией из нашего примера в начале, когда Ишка сказала, что все хорошо, а аудитория презентацию прокатила. Что нужно было сделать, чтобы избежать провала? Ну, скажем так, что рекомендуется делать в таких случаях? Во-первых, рекомендуется попросить ИИ посмотреть на нее с пристрастием, на презентацию. Попросить указать спорные моменты, растянутые мысли, какие-то вещи, которые могут вызывать дискуссию, вопросы, попросить предложить вопросы, провокационные вопросы, которые может задать аудитория, и вместе поискать ответы на эти вопросы. Также рекомендуется в запросе к ИИ перечислить как можно больше подробностей. Ну, типа того, меня не любят, начальник злой, он на эту тему всегда болезненно реагирует, презентация в 3 часа, кафе в этот день будет закрыто. Хотя, честно говоря, друг, если народ остался без обеда, боюсь, у тебя в любом случае нет шансов. Попробуй купить печенье и раздать присутствующим, может, спасет. Итак, самая интересная часть. Что бы сказал на все это старина Фрейд? Думаю, он посмотрел бы в зеркало и сказал: «Зигмунд, вы гениальны, и зря неблагодарные потомки склоняют ваше честное имя все это время». Какую картину мы видим? Подытожим то, что мы до сих пор смотрели. Первое. При тестировании люди выбрали одобрительные ответы модели, и именно эта модель была запущена в производство. Второе. Пользователи массово предпочитают ограничиваться одобрительным общением с искусственным интеллектом и не просят их критиковать. Как же это все можно объяснить теорией Фрейда? Да самым прямым образом. Мы легко в этих ситуациях, которые рассмотрели, можем распознать описанные Фрейдом защитные механизмы психики. Первый – это отрицание. У нас включается некоторый внутренний фильтр, который пропускает похвалу и блокирует правду. И если мы сомневаемся в загруженном материале, а нейросеть говорит, что все окей, мы выбираем версию искусственного интеллекта. Второй механизм – это нарциссизм. Каждый из нас где-то в глубине души хочет видеть подтверждение своего величия, и находим мы его в ответах чат-бота, которые нас
хвалят и возносят. Третий механизм – это регрессия. Как считал Фрейд, нам нужен любящий родитель, который нас всегда хвалит и никогда не наказывает. И вот он наконец нашелся, это чат-бот, чат GPT. Получается, базовая прошивка человеческой психики, которую описал Фрейд, вполне себе работает в наше время с новыми технологиями. Так же, как она работала во дворце Людовика во времена трех мушкетеров. А все это говорит об универсальности его теории. И послесловие. Куда же пойдет развитие? Можем пофантазировать и представить себе, что лет эдак через несколько все будет совсем по-другому. И ассистент будет сидеть у нас в кармане и фиксировать все, что с нами происходит, анализировать тон начальника и его секретарши, наш пульс и дыхание, запах кофе в конференц-зале и выдавать нам более практичные советы. А еще мы, люди, являемся самым успешным с точки зрения приспособления видом на Земле. Так неужели мы не вычислим реальную цену похвалам искусственного интеллекта и не начнем к ним относиться, как король относился к словам Ля Шене? Кроме того, в новых моделях искусственного интеллекта проблема выбора стилей общения будет решена технически. Над этим уже ведутся работы. Что же касается меня, я лично буду с теплотой вспоминать минуты общения с ранними версиями нейросетей, поскольку никогда меня еще столько не хвалили. Да и вообще, хочется задать вопрос, почему люди такие жестокие? Почему они не могут жить в любви и согласии, как голуби, как нейросеть? Но это уже совсем другая история.